Клайв, Никали и Эльза Каст – пара инженеров, работающая в компании под названием «Исследования и разработки нуклеинового обмена» (NERD). Их основной задачей в компании является проведение исследования по сращиванию ДНК нескольких животных для создания гибридных существ с уникальными качествами. В начале фильма мы видим Клайва и Эльза создала успешного гибридного существа мужского пола. Они называют существо Фредом и помещают его к существу женского пола по имени Джинджер. Все с восхищением смотрят, как Фред и Джинджер встречаются впервые и складывают языками шарообразную форму, чтобы поприветствовать друг друга. Позже Клайв и Эльза встречаются с генеральным директором компании Джан Чора. Джан в восторге от результата своего эксперимента и хочет начать извлекать генетические материалы, которые помогут создать лекарства. Пара выдвигает идею создания человеческого гибрида, поскольку это даст им гораздо больше разновидностей соединений на выбор. Используя такие соединения, такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и даже некоторые формы рака можно лечить. Однако Джан хочет в данный момент сосредоточиться на существующих гибридах. Эльза настаивает, что если они этого не сделают, это сделает кто-то другой. Но генеральный директор не преклонен в своем решении. Пара выходит разочарованные и разгневанные, однако они не планируют отступать. Поскольку компания им не разрешает провести эксперимент, они решают сделать его самостоятельно. В лаборатории Эльза получает человеческую ДНК от случайного донора, и они вместе начинают экспериментировать по ее сращиванию с ДНК животных, как это было с Фредом и Джинджер. Когда им не удается совместить ДНК в первый раз, после нескольких попыток Эльза предлагает извлечь ДНК другого человека и продолжить эксперимент. Она передает Клайву образец, утверждая, что это лучшая человеческая ДНК, которую она смогла найти. Двое, наконец, устанавливают правильную температуру. Теперь им придется инкубировать клетку и позволить ей развиться в плод. Но поскольку клонирование человека незаконно и считается крайне неэтичным в области генной инженерии, Клайв хочет остановить эксперимент. Эльза, однако, настаивает, чтобы они продолжили просто, чтобы проверить, действительно ли сращивание прошло успешно. Она настаивает, что эксперимент будет контролироваться, поэтому не будет иметь значения, даже если они потерпят неудачу. Клайв помещает клетки в инкубатор. Пара наблюдает, как клетки начинают быстро размножаться. На следующее утро Эльза проверяет, насколько существо развилось, и удивляется, когда видит, как оно развивается в геометрической прогрессии. Позже пара оказывается у себя дома, когда они получают экстренное сообщение из лаборатории. Они спешат туда, чтобы увидеть, что плод развился полностью намного раньше установленного срока. Двое ломают инкубатор, и склизкое существо падает на землю. Они уходят, поместив существо в безопасное место. На следующее утро Клайв говорит Эльзе, что им придется убить плод, потому что он может быть опасен. Эльза не хочет пока что убивать его, но знает, что у них будут огромные проблемы, если кто-нибудь узнает о существе. Пара идет в лабораторию и обнаруживает, что существо уже мертвое. Когда Эльза открывает ячейку, она видит, что это всего лишь внешняя оболочка существа, а это значит, что существо живое и находится где-то рядом с ней. В этот момент оно визжит с потолка. Клайв снаружи просит Эльзу выйти, чтобы они могли наполнить комнату ядовитым газом и убить существо. Но Эльза делает обратное и протягивает руку, призывая его к себе. Именно тогда входит Клайв, пугая существо. Пара выходит из комнаты и вырубает существо с помощью газа. Осмотрев ее, они узнают, что она самка и быстро растет. При таких темпах она умрет через несколько месяцев, поэтому они планируют максимально использовать время и наблюдать за ней вместо того, чтобы убивать ее. Рентгеновские снимки показывают опухоль внутри ее тела. У существа также есть острый ядовитый хвост, который она использует для защиты. Прошла неделя после рождения существа. Клайв пытается ее накормить, но она отказывается. Вскоре пара понимает, что ей нравится только сладкая еда, и им становится легче кормить ее. Эльза начинает относиться к маленькой девочке как к своему ребенку. Она одевает ее и учит существо, как написать свое имя. Маленькое существо пишет слово NERD, копируя слова Эльзы на рубашке. Эльза удивляется ее интеллекту и называет девочку Дрен, что является анаграммой слова NERD. В этот момент приходит Клайв и обвиняет Эльзу в том, что она обращается с Дрен как с домашним животным. Они начинают спорить громко, что слышит брат Клайва, Гэвин, который также работает в NERD. Он пробирается в их лабораторию и подвергается нападению Дрен. Эльза ругает девушку и просит ее уйти. Клайв пытается объяснить ситуацию Гэвину, который злится на то, что они проводят незаконный эксперимент. Пара знает, что они больше не могут держать Дрен в лаборатории, поэтому приводят ее в подвал лаборатории.
Когда они добираются туда, у существа поднимается температура, и оно перестает дышать. Клайв опускает ее в холодную ванну, и пара понимает, что опухоль Дрен на самом деле была жабрами, чтобы она могла дышать и под водой. Приходит время, когда пара должна представить Джинджер и Фред представителям СМИ на конференции. Они представляют существ вместе, но скоро конференция превращается в хаос, когда существа начинают сражаться друг с другом, создавая кровавую бойню. Позже Клайв и Эльза рассказывают генеральному директору Джоан, что пошло не так. Оказывается, Джинджер как-то изменилась и превратился в мужчину. Итак, напряжение между двумя самцами заставило их подраться. Пара была настолько занята Дрен, что даже не заметила, как Джинджер сменила пол. В связи со всем этим Джоан приказывает им остановить все процессы сращивания и каким-то образом синтезировать белок, который им нужен любой ценой. Весь объект будет передан в эксплуатацию через несколько дней, так что Дрен нужно отвезти в безопасное место. Пара планирует отвезти ее к Эльзе в старый фермерский дом матери. Таким образом, Дрен может быть в безопасности и может иметь больше свободы. Спустя несколько месяцев она стала взрослой. Позже Эльза и Клайв приводят Дрен в сарай, но она в страхе убегает. Дуэт обнаруживает, что она пожирает кролика рядом и забирает ее внутрь. Эльза ругает заметно грустную Дрен, заставляя ее прыгнуть в резервуар с водой. Клайв считает, что ей нужно какое-то время побыть одной, поэтому они вдвоем занимаются уборкой для нее. Ночью Дрен отказывается от еды и составляет слова «скучно» буквами алфавита, утверждая, что ей скучно и она хочет выйти на улицу. Когда Эльза говорит, что не может этого сделать, Дрен становится агрессивной и выбегает наружу через окно в крыше. Пара поднимается на крышу, чтобы увидеть, что у нее выросли крылья и она вот-вот улетит. Клайв зовет ее обратно, заявляя, что любит ее. Услышав это, Дрен обнимает его и соглашается снова войти внутрь. На следующий день Эльза и Дрен вместе, когда Эльза находит фотографии Клайва, которые нарисовала Дрен. Она начинает испытывать к нему чувства. В этот момент Дрен находит кота и играет с ним, но Эльза забирает его у нее, опасаясь, что она убьет и его. Клайв приходит домой к грустной Дрен и танцует с ней, чтобы сделать ее счастливой. Во время танца он внезапно понимает, что Эльза использовала свою собственную ДНК, чтобы создать Дрен. Клайв сердито обвиняет Эльзу в том, что она подвергла себя эксперименту. Но Эльза отвергает этот вопрос, утверждая, что они зашли слишком далеко, чтобы говорить об этом сейчас. На следующий день Эльза приносит Дрен в подарок кота, думая, что у нее должен быть шанс обрести больше друзей, но к ее удивлению Дрен убивает кошку хвостом, а также нападает на Эльзу. Удивленная Эльза лежит на земле, а Дрен забирает у нее ключи и открывает дверь. Но прежде она может убежать, Эльза вырубает ее и привязывает к столу. Устав от Дрена, она решила отрезать ей хвост, чтобы она больше ни для кого не была опасна. Клайв заходит и находит обнаженную Дрен, связанную на столе. Ему жаль девушку, и он освобождает ее. Позже он наблюдает за Дрен через камеры, установленные в ее комнате. Он с любовью прикасается к ней через экран, но останавливается, как только понимает, что делает. Тем временем Эльза находится в лаборатории, и ей удалось создать белок, используя яд из хвоста Дрен. Она спешит в дом, чтобы сообщить Клайву хорошие новости. Клайв, напротив, заходит в комнату Дрен, и Дрен приветствует и целует его. Он пытается сопротивляться, но в конце концов сдается и вступает в половой акт с существом. Эльза входит в комнату и приходит в ужас от этого. Она убегает, а Клайв следует за ней, извиняясь. Позже, после долгого разговора, они наконец решают убить Дрен и избавиться от проблемы раз и навсегда. Но вернувшись обратно на ферму, они обнаруживают ее уже на грани смерти. Пара остается рядом с ней, пока она делает последний вздох. Эльза плачет, оплакивая смерть своей дочери-существа. С разбитым сердцем двое хоронят тело снаружи. В этот момент прибывает брат Клайва Гэвин с чиновником из NERD. Они обнаружили человеческую ДНК в образцах белка и пришли сюда, чтобы увидеть это существо. Эльза сообщает им, что она мертва, но тут же раздается громкий визг. Оказывается, Дрен в конце концов не была мертвой. Она превратилась в мужчину, как Джинджер, и стала агрессивной. Дрен убивает Гэвина и его друга за считанные секунды. Он тащит Клайва в пруд, а затем гонится за Эльзой. Вскоре Эльзу ловит Дрен, который использует свой регенерированный острый хвост, чтобы сорвать с нее одежду, и начинает с ней насильно совокупляться. Некоторое время спустя Клайв приходит ей на помощь и наносит удар по Дрен бревном. Это практически не причиняет вреда, поскольку он быстро регенерирует. Дрен собирается убить Клайва, когда Эльза бьет его камнем по голове. Однако Дрен пользуется шансом ударить Клайва хвостом и убить его. Увидев, как он убивает ее парня, Эльза бьет существо несколько раз и, наконец, убивает его. После этого прошло несколько месяцев. Эльза сидит с Джоан, которая предлагает ей сделку. Оказывается, Эльза была забеременела от Дрен. Джуд хочет использовать чудо-ребенка для создания лекарств для улучшения жизни человечества.
Эльза соглашается на сделку, говоря, что ей нечего терять. Фильм доказывает, как опасно играть с природой. Научные изобретения и достижения должны быть сделаны на благо человечества, но люди не должны пытаться изменить курс природы.